Burger King — это одна из самых известных франшиз фастфуда во всем мире. И так же, как и в Макдональдсе, у них есть уникальные позиции в меню для азиатского рынка. И сегодня я попробую все необычные экзотические бургеры и закуски в корейском Бургер Кинге. Но я напоминаю, что с вами, как обычно, Денис Ким, и я рад вас всех приветствовать на канале Foodcore. Надеюсь, мы никого сегодня не шокируем своим заказом. Так, что у нас здесь есть? Original Maple Garlic. Обратите внимание, сколько много здесь чеснока. И maple — это что, кленовый сироп? Интересно попробовать такое сочетание. Ой, смотрите, здесь есть какой-то десерт, который называется сунде. Десерт из кровяной колбасы. What? Здесь нигде не написан состав, и мне это не особо нравится. Но она явно сделана по-корейски, поэтому будем пробовать. Итого мы взяли оригинальный чесночный бургер с кленовым, судя по всему, сиропом. Бургер с большими креветками, большая сырная палочка, острый соус Диабло, шоколадный сунде, как ни странно, Cookie King, большой какой-то десерт их местный, большой доктор Пеппер, coleslaw, горячие сырные шарики с томатами, чесночный пульгоги бургер, куриный бургер с какой-то необычной котлетой. Все, можно делать заказ. Итого наш заказ вышел в 50 800 вон. Друзья, на столе стоит заказ примерно на 51 тысячу вон. И если вы помните ролик про Макдональдс, заказ примерно на такую же сумму, но еды казалось больше. В любом случае, давайте пробовать. И я предлагаю начать сразу с сырной палочки. Ее фишка заключается в том, что она такая вот длинная. И давайте, пока она еще теплая, проведем наш стандартный тест на сыр. Ну, тянется. Ну, что-то я ожидал большего, если честно. Давайте здесь сломаем. А, ну тут уже лучше. Ну что? Пробуем. Просто стандартная сырная палочка. Фишка только в размере. Но сыр — это всегда вкусно. Ну, теперь самое время перейти к бургерам. Я предлагаю начать тот, который с креветками. Мне очень интересно посмотреть, сколько внутри креветок, потому что, я напоминаю, мы дополнительно добавили еще 3 штуки. Ну и посмотреть, как они выглядят. Друзья, первое впечатление. Здешние бургеры выглядят намного круче, чем в Макдональдсе. Здесь даже вот эта бумага, в которую они заворачивают бургеры, она намного лучше. Но в чем сейчас я сомневаюсь? В том, что я хотел большие креветки, потому что на картинке были нарисованы реально огромные королевские креветки. А по факту здесь обычные маленькие креветки. И если бы я, наверное, не заказал еще дополнительно 3, то тут было бы, ну, прям вообще ни о чем. Посмотрите, я его раскрыл и приподнял помидоры. То есть их изначально кладут 3. Я добавил еще 3. Сейчас это выглядит как история такая, которая должна быть по умолчанию. Но по умолчанию их в 2 раза меньше. Может быть, это не сильно сказывается на вкусе? Давайте попробуем. Знаете, пахнет очень вкусно. Пахнет лучком, пахнет соусом и, самое важное, пахнет дымком. Это вкусно. Я уже сделал 2 укуса, но так до креветки не добрался. Я специально попробую найти ее внутри. О, нашел. Это очень странная история, друзья, потому что я абсолютно не чувствую креветку. Я чувствую лук, я чувствую соус, я чувствую много мяса. Кстати говоря, это очень сочный бургер, мне очень нравится, но креветку не чувствуется. Поэтому мой вам совет: будете в Бургер Кинге корейском заказывать такой бургер, креветок не добавляйте. Вот этих вот, которые по умолчанию, их достаточно. Мне кажется, их сюда добавили просто для понта. Но, по сути дела, ее даже не чувствуется здесь. Друзья, у нас начали таять десерты, поэтому я предлагаю продолжить теперь уже с ними. Я немножко ошибся. Там не сунде было написано, там написано было сунде. Это все-таки разные вещи. Давайте попробуем. Начнем сразу с него, а потом перейдем к другому десерту, который уже более традиционный. Ничем не пахнет. Вот так, по ощущениям, это просто пока что обычное мороженое. Очень нежное мороженое, которое напоминает снег. Это не пломбир, это прям... Ладно, окей, это пломбирный снег. Слушайте, это вкусно. Мне очень нравится. А еще знаете, что самое классное? Это очень освежает. Данный десерт я рекомендую. Данный десерт называется King Fusion, и я так понял, это фирменная штука. Имеется в виду Бургер Кинга в Корее, а может быть и не только в Корее. В общем, что здесь интересного? Сверху есть какая-то странная посыпка в виде вот таких вот, я не знаю, как это называется, ну, какие-то кубики. Далее, консистенция напоминает также снег, и, судя по всему, здесь очень много сливочного вкуса и карамельного. Давайте пробовать. Это сахарные кубики.
Ну, знаете, что напоминает? Вареную сгущенку по вкусу, я имею в виду эти кубики. А вот остальная часть обычное карамельное мороженое абсолютно не стоит вашего внимания. Далее у нас сырные шарики с томатами. Я первый раз такие вижу. Выглядит максимально не презентабельно и некрасиво. Я уже знаете, что вижу? Что здесь очень много сыра. Соус, который остался на потолке этой коробки. Давайте его попробуем сначала. Это очень вкусный томатный соус. Более того, он абсолютно не сладкий. Очень много здесь чеснока. И он вкусный, реально вкусный. Давайте попробуем сами шарики. Посмотрим, насколько они сырные. А моцареллу внутри не пожалели прям. Давайте попробуем его расковырять. Да, смотрите, сколько здесь сыра. Я вот давлю, и он прям вываливается. Хорошие шарики, мне нравятся. Знаете, что самое прикольное? Что само тесто у этих сырных шариков сладковатое. Внутри солененькая моцарелка, а сверху вот этот вот томатный соус офигенный вообще. И это классное сочетание. Я скептически относился к этому снеку, но я вам прям его рекомендую. 10 из 10. Далее на очереди у нас пульгоги бургер. Как вы помните, в Макдональдсе мне он абсолютно не понравился, потому что он там был слишком сладкий. Давайте попробуем, какой на вкус пульгоги бургер в Бургер Кинге. Друзья, это максимально смятый бургер. Что мне здесь нравится по первому виду? Это хорошо зажаренная булочка. Более того, на картинке он выглядел просто как что-то премиум невероятное. Вживую он выглядит как просто смятая булка с котлетой. И еще мне сюда положили помидоры, именно задней части. Короче, мне взяли, жопки отрезали и положили их. Короче, я не особо люблю эту часть помидоров. Но так или иначе, ладно, давайте пробовать. Потому что пульгоги — это вкус достаточно узнаваемый, легендарный. И, надеюсь, они его не испортили. Вы знаете, вкус не испортили, но это очень сухой бургер. Я не знаю, представить более сухой бургер очень сложно. В целом, вкус норм, но все остальное страдает. Тут еще какие-то орешки внутри. Короче, какой мой вердикт? Это однозначно лучше, чем пульгоги бургер в Макдональдсе. Но это сухо. Это скучно, лучше не заказывать его здесь. Если хотите хороший вкусный пульгоги бургер в Корее, идите в Лотерию, и там нормальный пульгоги бургер вам обеспечен. На очереди Chicken King. И знаете что? У меня большая претензия. Почему все вот эти заведения фастфуда максимально красиво рисуют эти бургеры на картинках, а потом вам приносят вот такое вот недоразумение? Он, смотрите, он просто помятый. Такое ощущение, что его не просто завернули в бумагу, а еще вот так вот прям пожамкали и все. И, ну, короче, это абсолютно некрасиво. Теряется аппетит. Ребята, если вы кто-нибудь там, не знаю, владельцев какого-нибудь фастфуд заведения, не обязательно таких больших, смотрите, блин, заморачивайтесь все-таки над внешним видом. Ну, это же все-таки еда. Ну, давайте попробуем, что. Курица сочная. Здесь куриное бедро. Вау. Обычно в куриные вот эти вот бургеры кладут либо котлету из куриного фарша, либо максимально сухие части курицы. А здесь прям бедро. Есть нечто кисленькое в этом бургере, но я думал, что это котлета, которая пожарена каким-то специальным образом, либо покрыта каким-нибудь красным соусом, корейским красным соусом. Оказалось, нет, это просто какая-то красная панировка. Давайте отдельно попробуем ее. Да, просто красная панировка. Я чувствую некоторое разочарование, но не скажу, что этот бургер плохой. Он всяко лучше даже, чем тот бургер, который мы ели, а именно с пульгоги. И несмотря на то, что этот бургер с курицей, он намного сочнее бургера с пульгоги. Неплохо, неплохо. Друзья, мы находимся в необычном Бургер Кинге. Это называется Dr. Pepper Club. Здесь все оформлено в ретро-стиле. Здесь даже играет ретро-музыка, причем, знаете, такая в духе американского ретро-30-х, либо 50-х. Здесь даже есть бильярд, который тоже оформлен в стиле американского дайнера. Ну и очень много всяких интересных штучек в интерьере, которые рассказывают историю Бургер Кинга. Далее у нас coleslaw. Это такой, кто не знает, салат. Обычно его подают к мясным блюдам. Чё за... Открыть его на самом деле целое испытание. Выглядит на самом деле максимально некрасиво. Ну вот, смотрите. Короче, смотрите, какая-то водянистая масса. Понятное дело, потому что это овощи все-таки, но тем не менее...
выглядит неприглядно. Но, может быть, я сейчас поменяю свое мнение, просто попробовав этот салатик. Сладкая квашеная капуста с лучком и майонезом. Как ни странно, вкусно. Действительно, вот к тому сухому бургеру с пульгоги данный салатик очень даже подойдет. Итак, премиум бургер Originals. Я так и не понял, в чем заключается Originals, но так или иначе, это пока что самый красивый и яркий бургер. Очень сильно пахнет чесноком, и мне это нравится. Не пожалели они внутри томатов, не пожалели салата и лучка. Ну что ж, давайте пробовать, потому что мне уже на самом деле не терпится. Это пока что самый аппетитный бургер. У меня смешанные чувства после первого укуса. Хочу чесночок, поэтому я его пододвину поближе к своему второму укусу. И укус номер 2. Это вкусно, но вот эта сладкая составляющая, она как будто бы лишняя. Не знаю, в чем дело, но мне почему-то вот эта сладость не нравится. Я чувствую вот этот чесночок, у него есть такие, знаете, дымные нотки. Мне бы хотелось именно больше этого вкуса, чем сладкого. А вот эта вот сладость, она перебивает и немножко оттягивает внимание от чеснока. Может быть, так и задумано. Потому что не все любят чеснок, а я просто чеснок обожаю, готов его есть просто так. Однако, на мой сугубо личный вкус, сочетание немножко странное. Но, как ни странно, мне этот бургер очень нравится. Да, однозначно, очень вкусный бургер. Но я бы, наверное, больше чеснока бы добавил. Вроде как там есть такая опция добавить больше чеснока. В следующий раз я ей воспользуюсь обязательно. Еще я заказал соус Диабло. Попробую его отдельно. Он такой достаточно густой. Обычный сладкий чили, в который добавили дымка. Еще раз говорю, обычный сладкий чили. Друзья, не знаю, в чем смысл этого Диабло, я имею в виду название, но на вкус это как просто перченое варенье. Что-то я не понимаю, наверное, но это даже, знаете, не острый кетчуп, не сладкий чили, это просто перечное варенье. Джем какой-то, знаете, в который бахнули перца. Очень странная штука. Я его даже не буду добавлять к бургеру, потому что, ну, он и так тут сладковатый, это просто его убьет. Ай. Доктор Пеппер как доктор Пеппер. На мой вкус это всегда было, не знаю, просто кока-кола с вишневым вкусом. Хотя, насколько знаю, у кока-колы есть уже свой, точнее, вишневый вкус в линейке. Но это не важно. Давайте говорить откровенно. Я, если честно, немного не в восторге от Бургер Кинга. Мне кажется, что я от Макдональдса больше впечатлений получил. И мне больше там понравились бургеры, чем здесь. Хотя Бургер Кинг всегда себя позиционировал как место, где самые вкусные бургеры. Но стоит отдать им должное. Все-таки бургеры здесь выглядят красивее и получше. Из всех сегодня позиции, которые я попробовал, мне понравились всего лишь 3. Из десертов мне понравился вот этот шоколадный сонде. На втором месте из всех бургеров мне понравился, как ни странно, бургер, который идет с креветками, но в которых не чувствуются креветки. Но он просто оказался самым сочным и, на мой взгляд, самым сбалансированным по вкусу. Даже вот этот последний премиум бургер не такой крутой, как тот с креветками, в котором не чувствуется креветок. Ну а на первом месте, как ни странно, во всем этом Бургер Кинге мне больше всего понравился снэк под названием горячие сырные шарики с томатами. Вот это просто бомба. Если я буду ходить в корейский Бургер Кинг, не знаю зачем, ну так, перекусить, я буду заказывать только их, потому что они стоят вообще смешные деньги. Во-вторых, они реально вкусные. Все остальное, ну не знаю, под вопросом, потому что даже бургер, который мне понравился с креветками, какой смысл его брать, если ты платишь за креветки, но их в итоге не чувствуешь? Может быть, это какая-то хитрая там комбинация вкусов, но так или иначе, ожидания и реальность не сходятся, и от этого немножко грустно. Так или иначе, это все уникальные позиции в корейском Бургер Кинге. Друзья, что хочется сказать в заключении? Весь этот американский фастфуд с налетом корейской кухни, ну это такая себе история. Если вы угораете по таким вещам, как бургеры, и находитесь в данный момент в Корее, то лучше сходите в корейские бургерные, они намного лучше. И, кстати говоря, обзор у меня есть уже на канале, поэтому обязательно гляньте, чтобы быть в теме. Друзья, ну а я надеюсь, что видео вам понравилось, и вы уже поставили ему лайк, а также Да ёб твою налево. Подписались на канал. Ну а я напоминаю, что с вами, как обычно, был Денис Кимс. Спасибо вам большое за просмотр. И увидимся в следующих роликах. Всем пока!